Все ще почалося для мене 23 лютого, коли я провела Настю на потяг. Попросила, щоб вона мені зателефонувала, як приїде додому, і повернулася в гуртожиток. В той момент я в кімнаті була одна, мої дівчата поїхали по домам. І, пам'ятаю, нам дали із тележурналістики написати есе на тему «Що для тебе щастя?». Я відкрила нотатки, у мене було дуже багато слів, я не могла все зв'язати в одне слово, написала собі слова і вирішила, що допишу зранку. Поставила будильник, думаю, ще все встигну. І 4-5 ранку до мене телефонує телефон. Я спочатку вибила, потім взяла трубку, кажу: Настя, ти могла мені просто написати, навіщо ти мене будеш? Я і так поняла, що ти вже доїхала. Вона каже: ти не зрозуміла, Люд, і кричить мені в трубку, що війна. Зрозуміти не могла, аж поки Настя не зменшила тон і не сказала: піди до вікна і послухай. Я відкрила вікно, я на 8-му поверсі жила, і я почула вибухи. Как раз там, где я рисую, у меня есть стена, я просто рисую большие форматы, такие всегда там несколько ватманов склеиваю, там, знаешь, и там на всю стену вешаю, и там рисую какое-то что-то большое. Вот, и там у меня такое место было, там у меня такое окно весь, почти во всю стену. Вот этот ватманы мои наклеенные, там кресло-мешок, коврик такой плетеный. Маленький такой столик такой с всеми моими карандашами и журналами и всем таким. И вот там я проводила много времени и слушала там музыку, рисовала, там встречала друзей, учеников своих. Вот там все и осталось висеть. Недорисованная моя картина. Вот стекло треснутое. Не от взрыва, но я думаю, что сейчас оно уже там могло больше треснуть все-таки, потому что дом трясло уже неоднократно. Заклеенное окно с одной стороны, потому что скотча больше не хватило, хотя бы так. Вот. Вот так вот. Очень хочется, конечно, сохранить свои вещи. Я где-то внутренне с ними попрощалась. Вот реально, когда уходила, я так все посмотрела, так, знаешь, на все. И такая подумала, наверное, больше. Единственное, что я жалею, вот реально, что я не взяла, так это рамку с фотографиями отца. Не знаю, почему я ее не взяла. Вот я вот реально вот об этой рамке жалею. Не вистачає парфюмів моїх улюблених. Це я завжди ними пшикала не тільки себе, а якісь свої улюблені речі, а навіть просто пшикала в повітря, щоб був запах. Дзеркала мого не вистачає маленького. І не вистачає фотографії з гірляндою. Да. Начебто можна було б і тут це все зробити, але ні, так не буде. То вже своє, то вже таке рідне, обжите, то їх не вистачає. Когда живешь в квартире больше 20 лет, ты, естественно, в этой квартире все обжито, да, твоей жизнью, и все очень близкое, родное, дорогое, памятное. Но в какой-то момент ты понимаешь, что, наверное, это все так уже не важно. То есть важно и не важно одновременно. Потому что не в вещах дело. Такое понимание пришло, что многие вещи, ты про них даже не вспомнил. Вот, ты без них сейчас, и ты о них даже не вспомнил. Они, какая ценность в них? Они никакой ценности вообще не несут. Да, какие-то там мелочевочки, которые вот дорогие, которыми ты пользовался. А вот основная часть этих одежды, не знаю, даже мебели, они просто, это просто что-то. Вот. Вещи, херня. Нету тех
вещей, которые невозможно купить или чего-то. Это все фигня, это все наживное. А вот надежды и мечты очень сложно купить, ну, сейчас. Про вещей не жалко, за родителей жалко, ну, сам понимаешь, да, то есть я просто не знаю, где они, живы ли они или не живы, может, там просто 2 куска мяса лежат где-то, и их даже не могут утилизировать, похоронить там никто ничего не сможет. Не знаю. Я не знаю, что будет дальше. Ну, я не знаю. Я понимаю, что мы будем отстраивать это все. Ну, для начала это закончится, чтобы это закончилось. Но что нас ждет, когда мы вернемся? Моих друзей в Буче там просто дома нет, и снарядом просто сразу во второй день, или на третий, по-моему, день, снарядом разбили дом. У моей коллеги-режиссерши квартира на 5-м этаже, этот розовый дом, который везде все новости облетел. На 5-м этаже там ничего не осталось, там крыша вот так рухнула прям в дом, все расстреляно, разбито. Я ее там как-то пыталась подбодрить, говорю, мы все научимся делать ремонт, мы приедем, мы построим. Она мне сказала, ты знаешь, мы не вернемся сюда жить больше никогда. Нет мотивации сейчас работать, потому что, ну, ядрать, а что произойдет через 2 года? Я всю сознательную жизнь, 20 лет, думал на несколько лет вперед, и мои планы поездок, какие-то там бизнес-стратегии, отношения в семье, они продуманы на год или более. И нету мотивации что-то делать. Может быть, мне очень хочется, чтобы она появилась. Мне нужен какой-то толчок, что-то должно в жизни произойти, чтобы, ну, типа, вот я, все, типа, хватит думать о сегодняшнем дне, пора думать о завтрашнем дне. Мне очень хочется попасть в это состояние, оно мне привычно, но по факту оно не приходит, к сожалению. Противоречивые чувства здесь. Вроде бы скучаешь очень по дому, но, наверное, это больше по земле родной, по городу скучаешь, даже не по самому вот дому. Я думаю, здесь еще от людей очень зависит, каждый человек по-своему. Домой хочется и не хочется пока. Хотя очень хочется. Домой очень хочется, очень хочется. Вот это осознание, знаешь, какого-то, не знаю, тебя как будто вообще всего лишили. Ты вот, при том, что, ну вот я в данной ситуации, да, у меня есть еще хотя бы карьера, коллеги, я хоть кто-то еще, знаешь. У меня как будто бы вместе со всем моим, знаешь, домом, вещами и всем остальным еще отобрали уверенность в себе, потому что кто я сейчас, я не знаю. Я живу в чужой стране, в чужой квартире. Слава богу, на мне хотя бы мои вещи, потому что кто-то в чужой одежде ходит сейчас. Я столько всего не успела сделать. И почему я это не делала? Я, конечно, понимаю, что я выжила. Ну, то есть я это сейчас могу теоретически все успеть. Но у меня сейчас нет на это сил, потому что моя голова занята все равно войной. Ми вже як приїхали вже додому, я була справді готова цілувати поріг будинку, маму. І це вже було 26 число. А після того в мене не по числах пішов рахунок, а я рахувала, який день війни. І тоді вже я точно могла сказати, що для мене щастя. Я змогла виконати всі ті слова, які в мене були в записнику, і написати просто, що щастя – це мир.